Короче, видите указатель мыши на экране? Его скин существует ровно потому, что попадает в кадр. Когда-то он был стандартный, но показалось, что эту деталь можно улучшить, накатив на нее обновку. Поздравляю, ты продолжишь участие в конкурсе топ-модель по-американски. Спасибо. И все несколько лет было отлично. Но вот совсем недавно что-то в компьютере произошло, и этот указатель стал то ли бледным, то ли просто с пониженной яркостью. То есть к съемкам полностью не готовым. И получается такая картина, что Модель должна работать и не сдаваться, даже если ты не самая лучшая сейчас. заприметив это, я еще не осознавал, что впереди ожидается двухчасовое приключение. Настройки, параметры, смена скинов, все поднято на уши. И все технически везде показывало, что скин должен быть нормальным. Но визуально он не был таким. Адекватного ответа в интернетах не находилось. Я вижу, что здесь ты не могла найти себя. Тем не менее, продолжительные поиски показали вот что. Ребята из Microsoft и Nvidia выпустили свои обновления. И эти обновления конфликтовали друг с другом. И из-за этого конфликта, собственно, произошла вся эта история с курсором. Но они не учли, что такое терпение и упорство ГВДшника. Так вот, на импортном Reddit 6 лет назад встретился чел с подобным вопросом. Лишь через 4 года ему ответили ссылкой на похожую проблему. Там был комментарий с одним лайком, ведущий на GitHub, где предлагалось запустить через Python скрипт, который исправляет лишь одно значение в реестре, отвечающее за след мыши. О как! Если опираться на автора, то он сам не знает, почему это исправляет проблему. Так что, когда вы видите на экране курсор, знайте, за него пришлось сражаться. Это моя фотография. О боже, это я. Малый турнир на 14 уровне. Слева темный эльф, который имеет 65% побед. Справа же варвар, и его немного удручает шанс в 35%. Оба играют от лака атаки, и статистика указывает, что быковать лучше получится у Тэшки. Поэтому варвару нужна какая-то дерзкая и кардинальная тактика. Думай. Ящеры выходят на разбег, Мегера тоже зацепит войска, а отправлять в замес птичку, которая достает 3 стека, это пагубное открытие коробочки. Но контрить как-то нужно. Варвар смотрит на шкалу инициативы и видит, идет ход 5 огромагов с возможностью бафа на карающий удар. За ним идет ход птички с умением переносчик, а следом походит жирнющий огр, заряженный на 4 единицы удачи. Варвар понимает, что это идеальный момент. Огромаг получает кару, птицы грома десантируют их в упор к всадникам, и ваншот просто неминуем. Минотавры вроде и пытаются дать дамагу, но в ответ получают несколько раз больше. Таким образом, чаша весов полностью склонилась на сторону варвара. Тэшка, скорее всего, расстроился и, чтобы успокоиться, пошел обнимать кота. А это мы поняли из-за сообщения в чате, где варвар попросил не маринадить. Не один, да, киселетик? Да ты чё? Малый турнир на хай-левелах. Слева варвар крови от тотального раша, заправленного удачей, боевым духом и аурой скорости, и он имеет 62% побед. Справа же эльф-заклинатель, также от раша, ауры скорости, но с доминированием боевого духа и параметрами в атаку. Обратим внимание, что это 21 уровень, и на поле нет ни друидов, ни энтов. С первого взгляда можно сказать, что Вы разрушаете все стереотипы и общественные идеи прекрасного. но эта жертва сделана только для того, чтобы поделить снайперов на 3 стека. Заклинатель молниеносно влетает в варвара и теряет дракона, но разменивает фулл кабанчика и почти что бега. Первый отстрелявшийся снайпер стирается птичками, которые ловят БД. Оставшиеся снайперы сливают бегемота и с добивкой от танцев сносят тиранов. Циклоп же снимает ответ с рога для удара огра, который даже без удачи и способностей сносит больше половины стека и ловит БД. А это может быть следующим фатальным ударом, поэтому рог тактично уходит на птицу, надеясь на ослеп. Альфредо сказал, тебе надо кикнуть. Ну а огнептичка так-то заряжена на 4 удачи, поэтому Бро, это видео. Ай! падает второй снайпер, и за ним отправляется с ваншота танец. Третий же снайпер стреляет по огру с удачи и ловит БД, что должно позволить сделать выстрел еще раз. Но нимфы с рогами не добивают 15 хп птички, которая перекрывает эту возможность. Остается 23 огра-ветеринара против 26 нимф. У заклинателя сила магии за счет энергии леса перевалила за 100, но кровь огра поглощает часть входящего урона. Нимфа же инициативнее и дальше ходит, но она картонная, и вар ее рубит топором по 8-10 штук. Огр вроде и не стоит на месте и даже ловит БД, но догнать не получается. А нимфе удается на перебежке ударить без ответки, и их остается ровно 8. То есть следующий удар героем по ним должен быть фатальным. Но в игру вступает товарищ разброс урона, который
который проходит по нижней планке, и Эзе успевает кастануть победную молнию. Что ж, на этом мы завершим сегодняшний выпуск. Если вам свезло в бою или ваш знакомый оказался в противоположной ситуации, то смело присылайте ссылочку, не забыв рассказать о ключевых моментах. Ну и конечно же, играйте в удовольствие.